Представители знака зодиака Скорпион. Скорпионы и скорпионши, мои дорогие, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп на неделю с 25 сентября по 1 октября. На этой неделе 2 месяца осени встречаются словно. Ну, давайте узнаем подсказки карт. И я надеюсь, что мы проведем с вами приятное время или какой-то инсайт вы определенно получите. Я уже подготовила колоду. И первую карту, которую мы с вами достанем, будет называться традиционно «Что важно знать?» или «Что будет для вас наиболее актуально?» Может быть, какая-то тема выйдет на повестку недели. Чего не избежать? Или неожиданности? Как видят карты. Чему сейчас не время или что может помешать? И давайте узнаем, а что же будет тогда помогать? Что нам будет способствовать или радовать? Достанем такую карту, что скрыто. Не обязательно, что кто-то от нас что-то скрывает. Хотя, возможно, и такое, конечно. Но и, может быть, и мы на что-то не обращаем внимания. По основным сферам жизни достанем 3 карты. Дела, работа, бизнес. Финансы, энергетику, денежную на неделю посмотрим. Личная жизнь, как видят карты. И совет от карт давайте достанем. Подытожим все предыдущие карты. Итак, что важно знать по мнению карт? Вообще, я бы сказала, неделя отдыха. Уделить себе внимание по этой карте, может быть, отчасти собственному здоровью, профилактике, по крайней мере. Нет смысла себя тормошить, какие-то дела могут стать на паузу сами по себе. Тут сколько не ускоряйся, какой-то прорыв, когда выпадает 4 мечей, ты не сделаешь. Поэтому уделить внимание тому, может быть, чем вам всегда хотелось заняться, но вы откладывали на потом. По этой карте есть такое значение привести мысли в порядок, хотя для кого-то из вас может означать 4, как я хожу по кругу, и мне какую-то проблему надо решить, но я пока не вижу способов решения этой проблемы или вариантов каких-то. Но если карта выпадает, может быть, сейчас посмотрим, как дальше будут развиваться события. Но, видимо, себя куда-то не ускорять или не заставлять, вот это точно, мои дорогие скорпионы, будет правильным, потому что неделя идет в каких-то более спокойных энергиях, но предполагается работа интеллекта. То есть мы можем физически куда-то не торопиться, но что-то мы обдумываем. Вот по части обдумывания идеальная карта, потому что она еще имеет такое значение, я складываю оружие. То есть я уже никому ничего не доказываю. Уже все факты, которые свершились, я именно принимаю как событие, ситуации. Значит, любую ситуацию вы можете увидеть отстраненно словно. И это большой бонус для того, чтобы, правда, у кого есть какой-то Гордиев узел, вот так вот продумать и решить что-то. Ну, давайте мы идем дальше. Неожиданности, ну, видимо, долго вот это состояние не продлится, чего не избежать. По карте колесница, вообще эта карта в этой колоде удачи, успеха. Но, безусловно, это старший аркан, и это аркан перемен в первую очередь. Нам говорят, отпускай все то, что было в твоей жизни, не оглядывайся назад и просто идти вперед. Может это также означать, тем более это в неожиданностях, а по сути эта карта сама по себе про неожиданности где-то, о том, что мы не должны где-то пользоваться старыми шаблонами, паттернами или действовать как-то как прежде, потому что мы столкнемся или можем столкнуться с какой-то новостью или ситуацией, или предложением, или извещением каким-то, и нам нужно действовать как-то совершенно нестандартно. Может быть, словно сломать какой-то шаблон, и вы будете что-то по 4 мечей обдумывать. Не время как бы для споров, да, вот нам говорят 4 мечей, что я складываю оружие. Тут, правда, что-то действовать как будто нужно совершенно по-другому. Ну и, наверное, сами мы себя, я все же повторюсь, не ускоряем, понимаете, тут по карте колесница события будут, если развиваться таким образом, что нам придется, может быть, куда-то отправиться. Или мы не собирались что-то делать, а здесь словно обстоятельства нас могут как раз переключить на какую-то сферу жизни в моменте здесь и сейчас. От нас эти действия могут потребоваться. Но от нас как будто импульс этот не исходит. Может быть, будет достаточно тех событий, мои дорогие скорпионы, которые к нам как обстоятельства приходят. Может быть, и обстоятельства непреодолимой силы. По этой карте мы чего-то не можем отложить на потом. Как будто нужно провзаимодействовать. Вполне вероятно и так. Поэтому
Пространство для маневра у нас должно быть, это однозначно. Чему сейчас не время? Ну, не время по карте Луна сомневаться в себе, будем говорить. Или по этой карте не время, кстати, оказываться, может быть, в таких ситуациях, когда большое скопление людей. Мы должны контролировать ситуацию, это точно. По четверке мечей привести мысли в порядок карта ведь нам посоветовала, а по Луне это тысячи неопределенностей. Да и в неожиданностях сама по себе неожиданность. Значит, может быть, для кого-то из вас это будет как известие какое-то или новость, которую, ну, нужно проанализировать. Она каким-то образом влияет на ваше качество жизни. Но сказать, что тут глубокую философию мы устраиваем по Луне, так это точно нет. Знаете, больше какой-то практики, конкретики, возможно, материализма или умения видеть, что по факту по Луне будут нас где-то одолевать, может быть, эмоции разные, или, по крайней мере, воспоминания какие-то, или мы можем думать какой-то о двойственности выхода из сложившейся ситуации. А карты нам все, абсолютно все три, говорят, не устраивай здесь себе где-то какой-то путаницы, понимаете? По Луне и так все запутано, и так как сумерки, и этому сейчас не время, поэтому себе, наверное, больше каких-то вопросов не стоит добавлять. Перед собой какие-то задачи ставить неразрешимые точно не стоит. Наверное, мои дорогие скорпионы, время материализма у вас на этой неделе, а взаимодействовать с учетом старшего аркана колесницы с тем, что есть, будет важно, что будет помогать или что будет радовать. Есть какой-то либо новый проект, у кого-то радуют дети, или какие-то добрые сообщения, или добрые начинания. Кстати, эти дети могут быть достаточно подросшими, может быть, вы узнаете, что что-то получилось у вашего ребенка осуществить, и вы будете за него искренне рады. Или вы будете помогать ему, в том числе финансово, чтобы это вот какая-то задумка вашего чада действительно осуществилась. Такое может быть. Или это ваше какое-то новое направление, может быть, какой-то новый нюанс в работе или новый способ заработка. Но главное, мы смотрим вперед. По пажу пентаклей внимание как раз к деталям, и проходит тот самый материализм, о котором, точнее, мы говорили за предыдущие три карты. Поэтому, ну, где-то не выпадать из жизни, из какой-то конкретики, не быть небрежному к мелочам. Интеллект, рационализм, логика. Наши лучшие друзья. Что скрыто? Ну вот все то, что я сказала, хотя это у нас карта как раз философа, мы можем себе устроить эту философию, а карта нам говорит, надейся сам на себя. Какой-то, видимо, путь нам надо пройти словно в одиночку. Но я люблю эту карту за что? Нам никто не мешает. И от нас требуется быть в моменте здесь и сейчас. И если уже совсем вот так вот перейти на эту самую конкретику или на факты, обратите внимание, отшельник несет фонарь. Это прообраз нашей интуиции, которая включается словно, как этот фонарь волшебный, в то время, когда это необходимо. И вот загорелся на пути отшельника фонарь, и он видит, свернулась змея. Поэтому это если мы где-то будем прозорливы, внимательны и видеть, что есть по факту, то мы увидим какие-то, может быть, и недочеты, или вовремя обойти какие-то препятствия просто-напросто. Однако по старшему аркану отшельник есть еще и такое значение передышка, самогруппировка, переоценка своих планов, когда мы можем что-то поменять, и именно из-за того, что меняются события. И вполне вероятно, с учетом четверки мечей, вот эти две карты, они все-таки центральные и несут основной смысл, исходя из каких-то изменений, которые вокруг вас, мои дорогие скорпионы, происходят, вы какой-то свой план будете корректировать. Хотя и к вам могут обратиться, правда, за помощью, как и ваши дети, я сказала, или по отшельнику мудрец, который распутывает словно сложные ситуации. Ну, наверное, точно, мои дорогие скорпионы, потому что скорпион видит проблему такой, какая она есть. И вы всегда даете настолько толковые советы, вы настолько как-то
с одной стороны, интуитивно чувствуете эту ситуацию и умеете ее рационально видеть, поэтому советы Скорпиона всегда ценны тем, что есть, с одной стороны, конкретика на злобу дня, с другой стороны, есть понимание. Вот к вам действительно кто-то, как к учителю, может обратиться. И не обязательно, кстати, и дети, может быть, вообще кто-то из друзей или из людей, которые по работе, или какая-то ситуация на работе, когда, зная ваши какие-то человеческие качества и ваши качества как работника, сотрудника, тоже могут что-то на вас такое серьезное, будем говорить, доверить вам точнее, или поставить перед фактом, что ты за это отвечаешь, вполне вероятно, потому что, ну, какая-то ситуация непонятная, может быть, запутанная, и тут как ваш выход на авансцену, вот такое тоже вполне вероятно может быть. И знаете, тогда с учетом, если у кого-то что-то подобное складывается, по пажу Пентакли мы должны не отказаться, наверное, а попробовав, точнее, себя, может быть, совершенно в новом каком-то амплуа или решая какую-то сложную, запутанную задачу, мы каких-то себе определенно бонусов заработаем тоже. Поэтому может быть такая вот перегруппировка, либо касаемая вашего труда, работы, бизнеса или ваших каких-то планов, когда есть какая-то конкретика вокруг вас, и вам сначала обдумать, потом вот так проанализировать, и вы будете видеть точно какую-то либо ситуацию, либо как поступить. И в то же время, повторюсь, вам никто не мешает. Видимо, так вот, если суммировать, мои дорогие скорпионы, неважно, в какой из сфер вашей жизни, может быть, правда, запутанная ситуация, которую решить можете вы одни. И тут некому мешать. Тут только позавидовать, я бы сказала, могут с учетом змеи. Давайте посмотрим дела, работы, бизнес. Ну, тут нет предела совершенству, весь мир у ваших ног, 21-й старший аркан. Каким бы ни было сложное дело или какой-то вопрос, вы словно подводите итог. Вы правда с чем-то разберетесь, и для себя, возможно, какие-то новые перспективы у вас появятся. Или какой-то вопрос, который вас самих касался, вы тоже сможете решить. Вы найдете для себя самый приемлемый и самый радостный вариант. Для кого-то из вас это может быть слава, почет, правда, что-то вы делаете. Или, может быть, прежде, мои дорогие, вы чем-то занимались, теперь вы получаете почести какие-то или признания. Все-таки по старшему аркану мир у нас идет лавровый венок. Что-то у вас получится осуществить. Мы подводим словно этот итог, когда мы остаемся довольны. И пороговое значение, когда вот я завершил что-то одно, и я теперь могу приступить в новом качестве, с новым оптимизмом, с новыми какими-то возможностями, переключиться какой-то новый проект уже, да, уже теперь нас что-то вдохновляет другое, потому что предыдущий период пройден очень правильно, мои дорогие скорпионы. Что по финансам, давайте узнаем. По финансам финансы, шестерка пентаклей, одна из лучших карт в колоде на деньги, на работу. У кого-то за ваши прежние заслуги как признание приходит, так еще и какой-то бонус материальный. Или в вашем бизнесе удачное время благодаря вашим правильным решениям, видению, стратегии и так далее. Это карта финансового успеха. Тут мы как будто получаем уже какие-то финансовые привилегии или бонусы, или сами по себе деньги. Вот только единственное, взаймы не даем, мои дорогие скорпионы. Это тоже предусмотрено по карте. Да, деньги будут. По королеве Пентакли это на личную жизнь, либо вопросы вашей пары, или, может быть, у вас партнер непосредственно, либо имеет асцендент, либо по луне, либо солнечный знак зодиака, стихии Земли, Телец, Дева, Козерог, и вы будете какие-то планы на дальнейшую перспективу строить, причем думать будете в унисон. По этой карте у нас все контролируемо, и все у нас без каких-то сюрпризов со знаком минус. А вот со знаком плюс как раз, как и развитие творчества, как и улучшение собственного благополучия. Улучшаем мы здоровье, кстати, по этой карте, потому что по королеве Пентаклей она уделяет внимание своему имиджу, опять же. И у нас про карту мир мы говорили, что есть такой момент, как и заслуги, так и имидж. Может быть, кто-то из вас пересмотрит
свой имидж и захочет себе что-то изменить, и, скорее всего, на этой неделе нам карты не говорят о чем-то таком кардинальном, да, в плане изменений, но в каких-то деталях пойдет на пользу. И вообще это карта стабильности, и вам она выпадает в личной жизни, в том числе и материальный достаток тоже. Давайте карту совет. Ну, правда, мои дорогие скорпионы, карта победителя, но о чем она нам говорит? Не бежим мы с места в карьер, правда, не случайно четверка мечей. Наша основная задача удерживать то, что мы уже добились, заданной позиции, как в бизнесе, как на работе, как в построении карьеры, как дома что-то, может быть, улучшать. Чего бы тут ни касался вопрос, вы думаете правильно и видите обстановку тоже правильно. И даже если нам выпадает карта перемен, хотя я так думаю, с учетом всех карт, мои дорогие скорпионы, вот если основное значение в этой колоде у колесницы карта успеха, то какой-то успех к вам, скорее всего, приходит благодаря вашим заслугам, умению, может быть, работать качественно, видеть правильно ситуацию, не бояться брать ответственность, вы, правда, такие люди, или какую-то сложную тоже неразбериху, вот словно распутывать. Есть в вас очень много положительного, и как будто люди замечают, и на этой неделе, правда, может быть, как слава, почет, удовольствие от жизни. Именно потому, что вы, мои дорогие скорпионы, такие замечательные. Но удерживаем позиции, не расслабляемся. Помним, что не получается у нас расслабиться. Отшельник, хоть и нам говорит эта карта, помех нет, но все-таки интуиция наша, как тот фонарь, включается, и где-то есть змея, увы. Прекрасная неделя, перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда, мои дорогие скорпионы.